Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать такой брендовый шарфик. Новинка вообще этого года, 26-го. Смотрите, в работе у меня будет пряжа вот такая Astra Premium, цвет номер 04. И в составе у нас 50% шерсть, 50% акрил. Так, длина нити получается у нас 100 грамм, и здесь 100 метров. Не знаю, передает ли вам камера, какой красивый красный цвет. Красный цвет бывает разным, очень красиво. Также, смотрите, вязать буду не так, как всегда, буду вязать спицами. У меня вот такой красивый и полезный набор Stars от Hobby Pro. Полезный почему? Потому что в одном наборе, что очень удобно, идут спицы от 3 до 10. Здесь у нас находится леска разной длины. Для такой пряжи я возьму спицы номер 4,5. Леску я уже здесь вынимала. Я чаще всего пользуюсь, так как сейчас зима, и недавно совсем вязала шапочки своим детям спицами. Да, поэтому короткой леской больше всего пользуюсь. Так, еще раз напомню, спицы у меня 4,5 номер. Берем пряжу. Итак, оставляем небольшой хвостик. У меня это сколько здесь? Это 20 сантиметров. Набираем удобным для вас способом. То есть, как вы привыкли, так и набирайте. Я набираю так, как привыкла я. Нам необходимо набрать 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот как раз 10. Так, далее снимаем одну спицу, и мы будем чередовать резинку 2 на 2. Изначально снимаем как лицевую, то есть это у нас кромочная, мы снимаем ее как лицевую. Вторая у нас тоже лицевая. Далее 2 изнаночные. Изнаночная, 2 изнаночные, 2 лицевых, 2 изнаночные. И последний мы провязываем 2 лицевые. Разворачиваем наше вязание. Смотрите, сейчас будем провязывать первые 2 изнаночные, да, поэтому нить вот у нас так спереди. Мы снимаем. Вторая у нас изнаночная, и снова мы чередуем. Резинка у нас 2 на 2. По желанию вы можете вязать резинку как угодно. Можете даже крючком связать эту резинку. То есть здесь кому как больше нравится. Последние 2 изнаночные. Переходим на новый ряд. Первую снимаем как лицевую. Вторая у нас тоже лицевая. Далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Ниточка спереди. Провязываем изнаночную. И снова. Все таким образом вяжем вот такую длинную полоску. Я в принципе свяжу, я скажу, сколько она у меня будет, какой длины. Приблизительно 1,20 м, 1,30 м. Итак, я связала необходимую мне длину. Вообще получилось 150 сантиметров. Здесь длину вы регулируете сами. То есть я сделала так, чтобы можно было оплести вокруг шеи и завязать еще бантик.
По желанию это может быть там 130 сантиметров, ну, до 150-160, кому как нравится. Будете регулировать уже в зависимости от ваших ниток, от того, как вам нравится, чтобы спереди выглядел, будь то бантик, будь то просто узелок. И закрываю свой ряд, я возьму для закрытия крючок. Если вы закрываете обычно спицами, вам так удобнее, пожалуйста, здесь опять же по желанию. Я просто беру крючок, снимаю первую петлю, а далее петли провязываю, как обычно я бы вязала спицами. То есть я провязала и протянула через эту петлю. Изнаночная провязала, протянула. Так, лицевая, вот это у меня лицевая. Все просто протянули. Так, закрепили и обрезали нить. Все, хвостики можно спрятать. Сейчас расскажу, что делать дальше. Итак, я здесь уже одну рюшу связала, попробовала, да? Сейчас вам объясню принцип. Вы складываете вашу полосочку на половину, находите середину, и я померила приблизительно обхват шеи, у меня это где-то 37-38 сантиметров. Да, прибавляете 1-2, то есть вот это расстояние у нас получается 40 сантиметров. Опять же, измеряете здесь. И в одну сторону 20 сантиметров, в другую у меня 20 сантиметров. И так, смотрите, какая сторона у вас будет лицом, какая изнанкой. Вот полосочка, да, вот у меня та, которая здесь две полосы. Здесь без разницы, в принципе. Выбираем либо вот эту, либо вот эту. И начинаем, так как у меня вот это изнаночная, я начинаю набирать петли на изнаночной стороне. И смотрите, как я это делаю. То есть маркерами я обозначила, я вот здесь вот обозначила край, да, с вот этой петли начинаю набирать. То есть у меня до середины 22 петли, 23 и в эту сторону 22 петли. Всего 45. Как я считала, у меня количество петель должно делиться на 4 плюс 1. То есть у меня это 44 плюс 1 45. Для того вот с одной петли, с которой буду начинать, я буду сразу вывязывать 5 лицевых петель. Плюс дальше идут без каких-либо прибавок 3 изнаночные. И снова с одной петли 5 лицевых. Мне просто так нравится, как так выглядит вот на лице, смотрите. Сейчас я покажу, как я это делала. Я вообще беру крючок, вот такой длинный, без ручки. Начинаю с петли, которая идет за маркером. Смотрите, я набираю на крючок, мне так удобнее, и переношу потом на спицы. То есть просто я в каждую петлю набираю по одной такой вот петле. Крючком удобнее это делать. В принципе, можно сразу спицами, кто как привык. Переносим потом на спицы. Смотрите, с этого крючка на спицы очень легко переносить. Крючок вынимается. Ну, либо делайте это спицами. Спицами, в принципе, тоже не так уж и сложно. Все, набирайте. У вас должно, если вы вяжете так, как я, получиться 45 таких петель. Итак, смотрите, набрала я на спице 45 петель. Разворачиваю наше вязание. Очень удобно круговыми именно здесь вязать.
Смотрите, сразу, опять же, берем вот этот крючок, и с первой петли мы провязываем 5 петелек. Сейчас покажу, как это делается. Именно я крючком провязываю, мне так удобно. Провязала первую петлю, из той же петли достаю и провязываю вторую, третью, четвертую и пятую. Все с одной петли. Вот это уже я перешла на лицевую сторону, и я начинаю сразу с 5 лицевых. Они все провязываются с одной петли. Далее мы с вами вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее снова вот с этой петли, смотрите, снимаю, провязываю как лицевую первую, и отсюда же я снова вяжу вторую, третью, четвертую и пятую. То есть с одной петли я вывязываю 5. Одеваю на спицу. Далее снова у меня идет 3 изнаночных. 1, 2, 3. Провязываю как лицевую. Я вот так вот полностью здесь захватываю. Вторая, третья, четвертая и пятая. Все, мы таким образом вяжем до конца ряда. Закончить мы должны 5 лицевыми из одной. Итак, смотрите, я провязала этот ряд, где я набирала из одной петельки 5. То есть я так начала, я также и закончила. И все, теперь мы просто вяжем каждый ряд. Сейчас мы, у нас изнаночный ряд, да, мы изнаночные провязываем изнаночными. Первую кромочную снимаем. Изнаночные мы провязываем изнаночными. Так, это 4. Вот последнюю петлю мы ее вот так вот повернем. Это она у нас была первая при наборе, чтобы все провязывались одинаково. Это у нас изнаночный ряд. Там, где были 3 изнаночные, сейчас у нас 3 лицевых. Снова 1, 2, 3, 4. Последнюю петлю вот так вот поворачиваем. Все, таким образом вяжем этот ряд и последующий. Сейчас еще перейду на следующий, покажу вам, как лицевые ряды вязать. И по такому же принципу я вязала вообще 10 рядов. Вы же можете любое количество, какую высоту вы хотите вот эти вот рюши. Итак, довязываем до конца этот наш ряд. Последнюю провязываем изнаночной и переходим на следующий. Все, таким образом мы вяжем. Вот здесь у меня связано 10 рядов. Как закрыть, я вам покажу. Как я закрываю, я буду закрывать опять крючком. Так, снимаем кромочную. Это у нас лицевой ряд, где в начале ряда у нас 5 лицевых. Дальше 3 изнаночные и так далее. То есть вяжем лицевые изнаночные ряды. 10 рядов всего должно быть. Ну, у меня так. У вас может быть другое количество рядов. Все, я покажу, как закрыть. Итак, я связала 10 рядов. Сейчас буду закрывать. Буду закрывать крючком.
Закрываю с лицевой стороны, то есть там, где вначале у меня идут 5 лицевых, закрываю с лицевой стороны. Смотрите, как это я делаю. То есть петли я как бы провязываю и вот так вот. Там, где лицевые петли, я их провязываю лицевыми. Там, где изнаночные, я их провязываю изнаночными. Вы же можете закрывать любым удобным для вас способом. То есть здесь, конечно же, это не принципиально. Изнаночные, здесь у меня лицевые. Все, закрываем все петли. Итак, у меня остались вот последние петли. Провязываю последнюю. Все, нить свою я обрезала. Ниточку с изнаночной стороны прячем. И сейчас покажу, как выглядит. Итак, вот так должно выглядеть на шее. То есть вот так спереди оборачиваем вокруг шеи. И здесь по желанию завязываем либо бантик, либо узелок. Здесь небольшой бантик, в принципе, получится. Длину вот этих длинных завязок вы как бы можете регулировать сами. Можно сделать длиннее, чтобы был большой бантик. У меня получается вот так. Высота, вот здесь я сейчас вам скажу, у меня получилось 15 сантиметров. Да, то есть вот эти бортики высотой по 5,5 сантиметров. Высоту можете регулировать, но такая высота хорошо, в принципе, закрывает шею. И вот такой красивый красный цвет, который идеально подойдет к черной шубке, либо к черному пальто. Мне кажется, очень даже хорошо смотрится. Ушло у меня 1,5 моточка. И, в принципе, вяжется быстро. Ну, я за 2 вечера связала. Не буду говорить, что за 1, но за 2 связала. Если было вам полезно, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего хорошего.